Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро, и сегодня мы с вами проведем общий расклад Таро на любовь, на отношения, в котором посмотрим все, что касается мыслей, чувств, планов, действий, а также, возможно, каких-то других обстоятельств, которые складываются между вами и вашим мужчиной, ну или вашим партнером, вашей женщиной. Настраивайтесь на себя, на своего партнера, на свою интуицию, и начнем мы с того, что посмотрим, кто пришел на расклад, с какой ситуацией в отношениях. И будем отталкиваться от ситуации и посмотрим, что говорят карты Таро. Давайте посмотрим 5 карт, которые символизируют давнее прошлое, недавнее прошлое, настоящее, ближайшее будущее и дальнее будущее. Ну, как бы от прошлого к настоящему с тенденциями, да, в ситуации. Ну, было такое, что мужчина как бы души в вас не чаял, да, то есть был роман, где мужчина прям, можно сказать, благоухал красками и чувствами. Благоухал красками чувств, вот так можно сказать. Но это в давнем прошлом. В недавнем прошлом что-то либо прояснилось, вы что-то поняли или осознали, или он осознал, ну или, может быть, была какая-то у вас, ну, переговоры какие-то, разговор, ну, такой сложный, острый, может быть, ссора на эмоциях. Ну, карта, в принципе, может потенциально говорить о ссоре, но она не самая плохая. Ну, я перевернутую ее не доставал, но я не читаю перевернутые особо. Тут и так хватает. Ну, был у вас какой-то разговор недавно. Может, хороший, может, не очень. Что сейчас? Сейчас у вас ситуация, которая требует исцеления, излечения. Возможно, вы поссорились, и между вами дистанция и пауза в отношениях. Она, может быть, затянулась. Это дистанция и пауза. Может, дистанция увеличилась, а пауза затянулась. Может быть, так может. Скорее всего, это какой-то конфликт, который вызвал паузу в отношениях, и вы не понимаете, конец это или пауза. Вы хотите понять, но не понимаете, да? Окей, ну, давайте смотреть. Вот ближайшее будущее, но опять-таки ваша ситуация, да? Все может поменяться в ваших отношениях, и, ну, и вы надеетесь на то, что все поменяется, все наладится. Может быть, вы встретитесь, может быть, человек потерялся, пропал. Вот здесь тоже может быть такое. Комбинация такая не очень веселая, как говорится. Хорошо. То есть, ну, как будто бы ваш мир принял другую материальную оболочку, да, вот это идет такое. Ну и в дальнем будущем у вас такая карта, которая может говорить о том, что ваш партнер от вас или уйдет, или отдалится, или вы разойдетесь. Но сейчас это выглядит именно так. Да, то есть вот ситуация в отношениях, где непонятно конец или пауза, непонятно, он уйдет или не уйдет, вернется или не вернется. Вот в таком стиле. Скорее всего, ссора или вы что-то поняли друг от друга, да, так часто бывает, что, ну, вот как бы какое-то прозрение, да, благодаря чему? Ну, благодаря, скорее всего, тому, что у вас уже был накоплен какой-то опыт, и, может быть, прошел вот этот период, ну, так называемый конфетно-букетный. Ну, давайте его так назовем. Ну, или был позитивный период, и он прошел, да. Хорошо. Давайте посмотрим, какие чувства к вам испытывал ранее. Ну, давайте, загаданный человек, вы можете посмотреть на мужчину и на женщину. Ну, тут вообще, конечно, загаданный мужчина, особенно если он скорпион, рыба или рак, да.
Ну, особенно. Ну, в любом случае, смотрим. Но он чувствовал, что вы родственные души, но также он мог иметь ощущение, что на него осуществляется какие-то флюиды распространяются. Может быть, он думал, что это любовная магия, и она натуральная. Это как больше натуральная карта, естественная больше. Но мог ли он подозревать, что на него, например, колдуют, да, предчувствовать даже, не подозревать это в мыслях, да, а в чувствах? Мог. Но, тем не менее, у него к вам или у нее к вам были чувства родственной души. И иногда он, может быть, чувствовал, что это какая-то магия, да, вот так. Хорошо. Что он думал о вас ранее? Или как он видел вас ранее? Вот так тоже можно. Ну, здесь рыцарь мечей, а это король жезлов. Ну, смотрите, он видел вас как женщину, подчиненной. Он вас видел действительно женщину, которая умеет подчиняться и которая соединяет в себе мудрость, ум и гибкость. Эти две карты — это очень гибкая комбинация. Поэтому я скажу, что если вы гадаете на мужчину, то вы в его глазах и в мыслях были достаточно серьезным партнером, которого он ценил и уважал. Но рыцарь мечей — это человек, который требует подчинения. Поэтому тут смотрите, либо он вас хотел, чтобы вы ему подчинялись, тогда он вас видел непокорной. Но, может быть, он вас видел достаточно жесткой, потому что если это рыцарь мечей на вас, опять-таки, да, ну, тогда это достаточно жесткая карта. Тут вы сами знаете свой характер, и карта может с двух сторон показывать вас, правильно? Либо вашу мягкость, либо вашу жесткость. Ну, чего у вас больше, мягкости или жесткости, смотрите сами. У меня, ну, такое ощущение, что все-таки здесь мужчина изначально был мягкий, а потом резко стал такой острый, колкий, жесткий, дерзкий и давящий, да. Хорошо. Что он думает сейчас о вас, находясь на расстоянии, его мысли сейчас? Ну, смотрите, здесь состояние подавленности, десятка жезлов, или угнетения. Ну, его эта ситуация угнетает, но, может быть, тут уже надо смотреть по ситуации вашей, да, между вами. Если действительно вы, ну, как бы давили на него, то он думает, что вы склонны контролировать, к гиперконтролю и гиперопеке, да. А если вы не контролировали его, то, ну, он думает, что как бы вы в паре, да, и в паре вы друг друга, ну, придавили так, да, то есть прижали друг друга. Это парная карта всегда. Десятка дробная, четная. Я скажу так. Сейчас он думает о вас как о паре, которая, ну, в состоянии депрессии. Вот так. Депрессия это. Или подавленность. А о вас тут уже смотрите сами. Давили вы на него, значит, он, ему неприятно это было, и он действительно избегает. Тогда да, тогда эти карты сочетаются. А если вы не подчинялись ему, то он думает о том, как бы ему вас подчинить себе. Вот это тоже может быть момент. Прикладывайте к своей ситуации. Хорошо. Страшный суд. Что он хочет изменить в ближайшем будущем? А тут выпадает еще один страшный суд. Знаете, здесь пока что в ближайшем будущем он хочет вообще избавиться от этих отношений полностью.
омега все-таки. Омега это окончание, да, окончание цикла и выход. Выход на какой-то другой уровень. Что он хочет изменить, да, в ближайшем будущем? Ну, пока он хочет вообще выйти из отношений. И смотрите, 2 страшных суда — это как будто бы очищение 2 физических тел и душ, да, даже больше душ от физических тел. Поэтому он действительно тут хочет уйти и может уйти. Давайте посмотрим, а что его подталкивает к такому решению? Кто его подталкивает? Ну, здесь шестерка монет. А шестерка монет — это ресурсы, с одной стороны. Могут деньги подталкивать. Может ли это быть работа? Ну, вообще, это карта покровительства и распределения финканала. Давайте я так скажу. Разорвать отношения его подталкивают. В первую поставим деньги, потому что это чаще всего. И вы, опять-таки, смотрите по своей ситуации. Ну, а с другой стороны, это тот вопрос, как или в какой степени вы совместно могли регулировать финансовый канал в своем совместном быту, да? Ну, смотрите, например, вы хотели больше, он мог меньше. Вы вкладывали больше, он вкладывал меньше. Или все наоборот. Понимаете, да? То есть причина — деньги и то, как вы распределяли эти деньги между собой. Также, возможно, здесь один берет, другой дает, и, может быть, например, ваше «дай» утомило его «на», или его «дай» утомило ваше «на». И из-за этого возник конфликт. То есть вы что-то не поделили. И то, что вы не поделили, материальное, а вот здесь как раз и идет освобождение от этого материального по 2 этим картам. 2 страшных суда. Может быть, вы винили друг друга, 2 страшных суда, да, обвиняли. Ну и, может быть, у одного было страшное осуждение, а у другого страшное чувство вины. Вот такое-то тоже может быть. Хорошо. Действительно ли вы родственные души? Или можете ли вы быть родственными душами? Возможно. Возможно, при определенных обстоятельствах, и это может показать только ваше будущее. Да. Хорошо. Что его больше всего раздражало или раздражает вашего партнера? Знаете, его больше всего будет раздражать то, что вы перекладываете на него ответственность. Здесь тузы пошли, это внутренние ресурсы, то есть ваш запрос, да, и его ответственность, они не совпадают. То есть он может намного меньше, чем вы хотите, этот человек. Имейте это в виду. Хорошо. Являются ли ваши отношения кармическими? Почему спрашиваю? 2 карты кармические. Как отшельник — кармическая карта, так и здесь Сатурн в Стрельце, да, и, ну, это кармическая десятка жезлов, это кармический узел вообще, или кармическая пара. Являются ли ваши отношения кармическими? Ну, я так скажу. Они могут быть кармическими в каком плане, что это любовь однозначно, это чувство однозначно, и это возможные родственные души. Но также это могут быть пламенные близнецы, а пламенные близнецы — это скорее кармические отношения. Да, скорее это кармические отношения, где может быть сценарий родственных душ. Вот такой. Хорошо. Это конец или пауза в отношениях?
Но это очень похоже пока на конец, но у вас есть какой-то шанс. 1 из 10. То есть, ну, условно говоря, у вас 10%, да, на успех и 90 на фиаско в этих отношениях. Окей, давайте тогда спросим, а что вам может помочь покровитель, да? Шестерка монет. Что вам может помочь? Кто вам может помочь? Ну, вам может помочь настойчивость, терпение, выдержка, деньги, мужчина, телец, дева, козерог. Ну, может быть, отец. Может быть, отец и может быть муж. Окей. Ну и мужчина, я сказал, да. Мужчина властный, который, ну, как минимум, не бедный человек, да. И это может быть помощь как деньгами, так и всеми ресурсами, которыми этот мужчина располагает. Может, его друг, может, ваш друг, знакомый вообще и так далее. Да? Может быть, властный какой-то человек, банкир. Ну, тут уже присматривайтесь. Вы сами понимаете, что этот человек может быть просто хозяином материального мира, хозяином своей жизни, ну и так далее. Хорошо. Давайте спросим, что вам стоит делать в этой ситуации, лично вам? Что вам стоит делать? Ну, здесь звезда. Вам нужна выдержка, терпение и нужно ждать. Быстро ситуация решаться не будет. То есть за 2-3 дня вы ее не решите. За месяц тоже. Сколько? Ну, может быть и год. Вот. Хорошо. А что он будет делать, ваш партнер? Его намерения. Ну, или что он намеревается делать? Ну, смотрите, он не будет унывать, и, возможно, он будет даже где-то радоваться тому, что происходит. Ну, пока так. Это радость, это изобилие. А здесь, кстати, тройка кубков, это треугольник. Может быть такое, что он, если у вас треугольник вдруг, ну, я тут пока его не вижу, этого треугольника изначально. Но я говорю так, что он не будет унывать, будет радоваться, да, так будет себя комфортно чувствовать. Но если у вас вдруг треугольник, вы знаете о нем, ну тогда он будет поддерживать треугольник. Хорошо. Вот это вот чувства, которые у вас есть друг к другу, да? Как их можно назвать сейчас? Что между вами сейчас происходит? Как бы общую ситуацию мы уже видим, да? Но здесь аркан мир, вы на грани, вы на грани, вы на грани. Уйти или остаться. И вы знаете, вы вот, ну вот как показывают, портал, да, вот как арка горящая, да, если вы зайдете туда, то непонятно, вернетесь ли вы назад. То есть то, что происходит между вами, это связь. Связь это трансцендентная, это связь, скорее всего, да, там, родственных душ. Но то, что происходит сейчас между вами, это действительно на грани между двумя галактиками, мирами, вселенными и на грани между уйти и остаться. Мир, да. Непонятно, в каком мире вы останетесь. Оба в этом мире. Или один пойдет в один мир, другой останется в другом. Да, реальности могут быть разными. Хорошо. Что еще мешает вам? Да. Чего вы не видите и не замечаете в этих отношениях? Чего вы не видите и не замечаете? Здесь принцесса кубков. Не видите, не замечаете флирт, не видите, не замечаете чувств, и, возможно, женщины, ну, это принцесса все-таки, да, женщины, которая здесь, ну, потенциально может быть, да, ну, опять-таки, вот в фабуле нету этой третьей личности, да, треугольника нет, просто есть он тут уже в процессе. Хорошо. Этот мужчина дан вам судьбой? Или судьбоносный ли он, да? 7 жезлов. Ну, если он и дан судьбой, то и эта данность, она придет к вам только с борьбой. С борьбой,
с храбростью, с отвагой и с настойчивостью. Давайте посмотрим, что вам нужно делать в этих отношениях, чего делать не нужно, и будете ли вы вместе. Что вам нужно делать? Вам нужно, скорее всего, смириться с ситуацией и постараться помириться с этим человеком. Вам нужно делать мир и усугублять или разжигать конфликт не стоит. Что делать не нужно? Ой, не нужно надеяться на деньги, которые, возможно, идут от вас. Это, как бы ваша карта, да. То есть, возможно, не нужно, вкладывать силы, деньги в эту ситуацию. Или не нужно торопиться, или нужно и вкладывать, если и вкладывать, то вкладывать вот по чуть-чуть, разбивая на этапы на какие-то, да. Например, в этом месяце там вы вложили 100 условных единиц своей энергии, да, к примеру. Условных, да. А в следующем месяце еще условно 100, или там 200, 300, 1000, то есть делать поэтапно. То есть, давайте так скажем, не нужно вкладывать все сразу в эти отношения и ставить все на кон. Но, опять-таки, не нужно идти на крайности, да, тут тоже вот так можно интерпретировать. И будете ли вы вместе с этим человеком? Королева мечей. Такое 50 на 50 сегодня. И карты говорят о том, что для того, чтобы быть вместе, вам нужно действовать спокойно, уравновешенно, без резких движений, о чем говорят, кстати, эти две карты. Действовать честно, справедливо, по суду земному, и тогда вищий суд не буде для вас таким жорстоким. Світла вам та вашому всесвітові, бережіть себе, кохайте себе та всесвіти, які оточують вас, лишайтесь на зв'язку і побачимось, почуємось. До зустрічі, па-па.